Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Guard.ua. Я хочу сегодня поиграть на шаманах, и я более чем уверен, что у меня получится нормально их реализовать, не то что в предыдущем патче. Почему? Объясняю. Гриттеров в текущем патче нерфанули и бафнули. То есть я считаю, конечно, что их больше нерфанули, чем бафнули, но тут уже не знаю. Короче, ребят, кто поиграл в текущем патче уже, напишите мне в комментариях, что думаете вы по поводу того, что насколько нерфанули Гриттера. Конкретно Войда, конкретно его, конкретно эту фигуру, ему переработали полностью способность, поэтому все зависит от вас. Скажите мне, насколько вы считаете, что его нерфанули или все-таки бафнули? Я считаю 50 на 50 все-таки. То есть и нерфанули, и бафнули, но я на Гриттерах в текущем патче не играл, поэтому я хочу целенаправленно сыграть на шаманах. На шаманах я буду играть, скорее всего, через лустрик, но там уже мы посмотрим, как конкретно оно пойдет, и от этого уже оттолкнемся. Ну, соответственно, тут как бы и так все понятно, думаю, да? Вот. Как обычно, я заранее загадываю, и я уже говорил, что магическая фраза Мстителя, она все-таки работает. То есть, Гвард, здорово. Ну, привет, привет. Так, я, если что, на запись. Вот, и когда я говорю, что я на запись, это означает то, что я не могу отвечать в чатике. Сразу возьму двух жрецов со старта, потому что, скорее всего, я буду играть через лустрик. Угу. Леона мы по-любому берем. Имбалансный персонаж, особенно под шаманов, я думаю, 100% это имбовый персонаж. Единственное, кого мне поставить, сейчас непонятно. Я возьму шкатулку, потому что это не будет плохим предметом. Он инкастово кастуется. Понял, значит буду выносить. Так, ща такую забавную фразу напишу. Пощади. Все. Я последний раз ответил ему в чате. И сразу говорю, Redbone. Я, когда пишу, что я на записи, это означает то, что я в чате не буду переписываться и все такое. Если бы это была обычная катка без записи, естественно, я бы попереписывался. Но так как я играю 1, 2, 3 игры в день, и то не всегда, а как получится, поэтому в 90% случаев я не, ну, все время на записи. 10% это чисто погрешность, и не факт, что как бы... Ну, короче, я думаю, тут все понятно. В общем, 2 гоблина со старта неплохо. И вот, за гриттеров я вас попросил. И, кстати, ребят, кто предыдущий ролик не смотрел, там, где я играл через 7 персонажей, да, это уже, знаете, такой... как это называется, я забыл. Спойлер, точно. За спойлер, там 7 персонажей, и насколько это абсурдная игра, решать уже, соответственно, вам. Я, кстати, наверное, гиду возьму. Почему нет? У меня как раз Дискорд под нее есть, у меня есть колечко на магический урон. Вот. Кто предыдущий ролик не смотрел, обязательно посмотрите, потому что я там задал несколько важных вопросов. И вдруг кто их не смотрел, и может кому-то будет неинтересен ролик, либо что-то еще. То есть, ну что-то не понравится, короче, либо же нет времени, он решил открыть самый свежий ролик с текущего патча. Так вот, вопросы следующим образом звучат. Первое. Что вы думаете, если текущий патч будет максимально безобразный, потому что предыдущие несколько патчей, ну как предыдущие, с момента, когда они нерфанули дико шаманов, патч стал себе так себе. И что вы думаете, если я буду снимать обычные катки с разнообразными билдами? Насколько это будет интересно и все такое. Дайте мне полноценный фидбэк. Я как спрашивал в Телеграме, я просил об этом написать. Немного кто дал сейчас отзывов, но мало было просмотров на роликах предыдущих, поэтому мало кто еще увидел эти вопросы. Так вот, к вам обращаюсь и хочу услышать, что вы думаете по поводу того, что если буду записывать обычное лобби. Если вам понравится, естественно, то есть если вам... Давайте так, я, наверное, один ролик запишу с лобби, а вы мне уже дадите фидбэк. Либо же напишите мне сейчас в комментариях, будете ли вы смотреть обычное лобби. В целом, я я обозреваю, грубо говоря, свой контент, комментирую его по ходу игры, даю какие-то и эмоции, и экспириенсы и тому подобное. То есть я в целом услышал многие мнения с предыдущего ролика, но все же мне хочется взять более обширно вот этот вот момент. Поэтому, ребят, к вам все вопросы я эти задал, я жду на них ответа. Почему я думаю, что в текущем патче шамана будет играбельный на 150%? Объясняю. Гриттера нерфанули в плане того, что теперь хрона не дает заключения в области, а это самое жесткое, что было против шаманов в этом патче. Во-первых, шаманы здесь в этом патче живут 20 секунд, это первое. Второе,
Когда вы играете через 6 шаманов, только тогда предметы перевоплощаются. И, кстати, трента я буду брать по-любому под шаманов. Это будет у меня танк. Тот, кто будет хилить, тот, кто будет время тянуть и тому подобное и так далее. Так вот, почему гритеры, точнее, шаманы не были играбельны, вот, грубо говоря, точнее не так, позавчерашнем патче. Потому что был гритер, который накидывал хроно на 6 секунд тебе на лицо, а так как их двое, то это 12 секунд, а шамана живут 20 секунд, и, естественно, что? Правильно. Болтяра вам на 28 на все лицо и делайте, что хотите. Какую стратегию хочешь? А это будет секрет, мой молодой. Там даже китаец что-то тут пишет, что непонятно. Ребят, кто знает китайский, переводите, потому что я чат не открываю, так бы я сам перевел. Хотя, на самом деле, автоперевод в этой игре желает оставлять лучшего. Я очень надеюсь, что мне придет ранний тренд. Как только мне ранний тренд в тройку придет, в принципе, я очень много хп сэкономлю. Если же ранний он не придет, то единственное, что я смогу сэкономить, это... Я даже не знаю, что я смогу сэкономить. Явно не свои нервы, это точно. Ну, как-то так. Как-то так. Вот. Все, в принципе, вопросы задал. Давайте перейдем к катке. Я что, совсем, я вопросы задал где-то пару минут назад. У меня что, раздвоение личности или что? Вот это я бред сморознул, ребят, сори. Я задумался просто, как мне сейчас двигаться дальше по катке. И из-за этого у меня, такой, знаете, сдвиг по фазе произошел. Я задал вопрос, точнее не так, я сказал о том, что я задал, ой, короче, а то сейчас начнется. Так, Редбон будет играть либо же через мертвецов, либо же через охотников. Судя по тому, что ему идут охотники, скорее всего это будут охотники. Но вот какие будут охотники, непонятно. Но в любом случае меня это как бы не интересует, даже если он играл бы на нежити. Для моей сборки на шаманах мне понадобится следующее. Трен как танк в тройку. Леон в тройку по-любому, потому что он высасывает ману. А так как он высасывает ману, для меня это огромный плюс. Так, у меня на 8-м раунде 30 монет. Шикарно. Еще, не то слово, это обалденно на самом деле. 30 монет, максимально быстро выйду в 50, начну апаться. Главное на 10... Ну ладно, 10-й раунд еще как-никак, но можно откиснуть. Хотя на самом деле я бы не хотел откисать на 10-м раунде, потому что как минимум там можно арканцы получить, которые нужны для шаманов. Потому что когда у вас будет две пары арканцов, вы своим шаманам соседним накидаете маны и соответственно они быстрее перевоплотятся. Кто вдруг не знает, в текущем патче шаманы перевоплощаются только тогда, когда у них фуловая мана и они используют способность либо предмет. И при 4 шаманах они перевоплощаются без предметов. То есть предметы не перевоплощаются, а перевоплощаются только сами шаманы и все, предметы пропадают. А при 6 шаманах перевоплощаются еще и предметы. Предметы перевоплощаются следующим образом. Если у вас предмет 3-го тира, он станет 5-го тира. То есть плюс 2 монетки, грубо говоря. Но на самом деле, как я заметил, это иногда рандомно. То есть иногда 4-го тира появляется, иногда 5-го тира. Как это правильно работает? Не совсем я это разобрался, поэтому вдруг кто шарит, напишет в комментарии. У меня сейчас на самом деле такой слабый стол, что... Я, скорее всего, откисну здесь на вамбах. Я, конечно, попробую максимум выжать из этого стола. Но у меня очень слабый стол. У меня, во-первых, тренд в единицу. Был бы тренд в двойку, я бы был бы уверен на 120%, что я смогу это вытащить. Но так как у меня тренд в единицу, и у меня, по сути, больше ничего нету, то... Ну, ладно, если бы шаман лавы еще в двойку был. Ладно. Один тренд и шаман лавы. Вот тренд в двойку, шаман лавы в двойку. Тогда бы я был бы уверен, что я смогу вытащить. А так... Ну, да. Да, тут я, скорее всего, делаю откисного. Поэтому... У меня что-то игра, кстати, слишком громкая на колонках звучит, поэтому я сделаю сейчас ее потише. А то мне на самом деле настолько приелся уже звук игры, что я даже не знаю, что такое фоном поставить. Ну, как я говорил, видите, чисто Александр Ванга. К вашим услугам, ребят. Кому погадать на кофейной гуще, пишите в комментариях. Буду гадать на кофейной гуще. Все дела. Знаете, какая здесь идеальная была бы ситуация? Тут есть Горн, тут есть Хан, есть Бог Хан и есть Шаман Орк 5-го тира. Но, знаете,
И я просто знаю себя, насколько хорошо приходят мне легендарки, и поэтому, если бы мне сейчас панда шаман упала, я бы тогда подумал и сделал бы 4 гор на 6 шаманов. Но так как у меня, извините, удача плохая на легендарные фигуры, то, ого, то, скорее всего, я даже этого делать не буду. Даже пытаться в этом не буду. Кстати, 11 раунд у меня сейчас... А сколько у меня хп в целом? Сейчас, секундочку, мне надо предметы перекинуть в первую очередь. И я поставлю шамана лавы. Так, у меня 56 хп, 50 монет, почти 6 уровень. Честно, я удивлен, что... Хотя нет, там еще Мамонт играет, или Мамонт играет. Мамонт, говорю. Мамонт. Вот это... Я с женой смотрю «Игру престолов», и у меня в голове Мармонт, а не Мамант. У нее, короче, ник Мамант. А я прочитал Мармонт. О, короче, я думаю, вы все поняли прекрасно. Так вот, он тоже играет через Лустрик, но он играет, скажем так, 50 на 50 хорошо. Он делает себе лустрик, но тем не менее он выставляет себе на винрейт. То есть, вот смотрите, у него сейчас есть 2 жреца, но тем не менее у него еще есть и гида в двойку и тому подобное. То есть он хочет и выигрывать, и, грубо говоря, если проиграет, чтобы максимально сэкономить себе хп, чтобы получить эти баночки. Это хорошая тема, и ни в коем случае это не юзлесс тема. Я тоже так иногда играю, когда у меня есть довольно-таки сильный стол 50 на 50, то я иногда тоже такое делаю. Я делаю таким образом, чтобы у меня стол был и сильный, и одновременно, если я проиграл, я получу баночку, чтобы восстановить хп. То есть, допустим, я проигрываю раунд, но получаю -1, а у меня есть баночка. И баночка, возможно, восстановит мне 6 хп. Ну да, как я и говорил, Red играет через охотников и будет играть через них. Ну, что ж. Посмотрим, у кого будет сильнее билд. Мои шаманы на 8 уровне, либо же его охотники. Будет весело. Будет весело, я более чем уверен, катка будет довольно-таки достойной. Так как я знаю, что мои подписчики меня очень любят, они очень любят меня контрить, поэтому посмотрим. Кто мне вот нужен в шаманах? Во-первых, это 3 шамана. Это орк-шаман за 2 монетки, который тролль-шаман за 1 монетку, который мне нужен по-любому. Вот как гадалки не ходи, мне по-любому нужен шаман, который фиолетовый, который вот этот шаман Ворон. Он мне тоже нужен по-любому. И мне нужно 3 волшебника. Какие волшебники мне нужны? Леон в тройку, Медуза в двойку, и либо Гранд Геральт, либо Гримтач. Гримтач будет поэффективнее. Почему будет поэффективнее, сейчас объясню. Ладно, я возьму хпшку. Я не стал брать цепочку. Кто-то мне сейчас напишет в комментариях, что ты цепочку скипнул, почему ты ее скипнул. Это имбалансный предмет для шамана, потому что ты моментально перевоплотишься. Я знаю, поэтому мне нужно отталкиваться от текущего момента, а не от предыдущего момента. И я сейчас поставил таким образом, что у меня залетает как в казино. Да что ты говоришь? Я сейчас буду играть через шаманов. Это еще то казино. Это такая игра на шаманах. Но в самом деле я даже сейчас более чем уверен, что мои шаманы будут тащить. Походу реально вынесу. Ой, Редбон, не загадывай наперед, потому что я сейчас такую имбу выкачу, что ты будешь в шоке. Главное сейчас на 15 раунде от мобов не откиснуть, и тогда будет точно все замечательно. Надо как-то стол посильнее сделать. Я, наверное, рыжего лиса поставлю. И я возьму вот этого коня. Возьму этого коня, рыжего лиса, отдам вот так вот эти предметы тебе. Как-никак, когда рыжий лис закастует свою способность, он может кучу молний юзнуть. Потому что у молнии нет КД, и в принципе все замечательно. Еще и скорость атаки немножко есть благодаря троллям, так что все в принципе шикарно. Ну вот, за способность рыжего лиса половина его урона это магический урон от этого Мьёльнира. Маленького Мьёльнира, назовем его так. Я как-то, знаете, слишком себя уверенно чувствую. Вот у меня прям в середине где-то, вот прям предчувствие, что катка будет... Ого! 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 Ого-го!
А от такого поворота событий я не ожидал. Я возьму острые наручи по-любому. Острые наручи необходимый предмет. И МК, и АМ сразу пришли. Не, ну в принципе мне АМ понадобится. Мне нужен тренд, и мне нужен АМ. Почему мне нужны два этих персонажа? АМ, он сейчас супер универсальный герой. Я бы даже сказал максимально идеальный герой, потому что он высасывает ману, наносит кучу магического урона и так далее, и так далее, и так далее. Но это вы все сами прекрасно знаете. Предыдущий ролик 7 фигур это прекрасно доказал. Ребят, кто не смотрел предыдущие ролики, рекомендую его посмотреть, потому что вы сами все прекрасно увидите. Все плюсы и все минусы в этом ролике. Поэтому, ребят, посмотрите тот ролик. Поверьте мне, вы не пожалеете. Не пожалеете, если посмотрите его. Пожалеете, если не посмотрите. Ну, я думаю, и так прекрасно все прекрасно знают о Эме, но я его возьму. Я его по-любому возьму, это хороший персонаж, он высасывает ману, он дает станчик, он бескдшный, поэтому АМ прекрасный герой. Я бы даже сказал, слишком прекрасный. Сейчас на 8 уровне я буду ролиться. Почему буду на 8? А мне как бы и не нужен больше уровень. Вот 8 мне достаточно. Панда мне не упадет, я более чем уверен. Да и на самом деле, если мне сейчас придут шаманы, то я скипну эту панду и все, и до свидания. Если придет мне АМ в двойку, то тем более. Вот просто посмотрите. Благодаря АМу я сейчас вынес эту катку. Ну, вынес этот раунд. На самом деле это плохо. Я как минимум рассчитывал на то, что я получу там -1. Но благодаря АМу в единицу я вытащил эту игру. Ну, что ж. ОМ. А зачем я апнул панду? Можно кто-то мне сказать? Саня, ты совсем дурак? Зачем ты апнул панду? Серьезно? Гений. Непризнанный гений. Ну что, начинаем реализовывать шаманов. Посмотрим, насколько это у меня получится. У меня всего лишь 2 шамана. Но в любом случае посмотрим. 18 раунд, 30 хп, 11 банок. Ого. Вы видели, какие предметы мне упали на этого орка лавы? БКБ, МКБ, Зимние объятия и бусы 3-го тира на отхил. Это круто. Это круто. И АМ в двойку. Это круто X2. Ох, чувствую, сейчас контентом пахнет. АМ я оставлю по-любому. АМ нужен. Как-никак, шаманы живут всего лишь 20 секунд. А АМ это тот персонаж, который будет и дамажить друг чего. Даже я у него даже все шмотки заберу и выложу в других персонажей, потому что мне их нужно закидывать в шаманов. Мне нужно усиливать будет шаманов. По-любому. Но АМ это как... Ну, вот в этом патче, если вы не берете АМа, ребят, это глупая ошибка. Но и на самом деле из-за этого и патч он отвратный. Я думаю, многие со мной согласятся. Текущий патч, когда есть такой АМ, он отвратный. Один АМ под правильным билдом и с правильными шмотками может забрать всех инсектоидов огромных. Вот в чем абсурд. Ну, я это уже продемонстрировал во многих своих роликах, поэтому буквально последние 3 ролика все прекрасно показали. Ну вот последний ролик показал, вот вчерашний ролик, если вы его посмотрите. Я там играю... Ладно, я не буду спойлерить, короче, сами посмотрите, сами решите все. Я уже 10 раз сказал об этом. Ой-ю. Ладно. Дико извиняюсь, поехали дальше. Нужен мне Манки Кинг. На самом деле, почему нет? МК будет неплохой, придет в двойку, будет замечательно. Но даже если он ко мне не придет, я в принципе не разочаруюсь. Мне другие фигуры нужны. Мне нужен АМ. Мне нужны шаманы. Чем больше шаманов, тем лучше шаманов. Мне нужен тренд в тройку. То есть приходит тренд в тройку, будут все остальные шаманы. И нужны более-менее такие универсальные герои. Вот. Эльфа беру на себя, пацаны. Ты слишком самоуверен, дорогой мой. Слишком самоуверен, Редбон. Чувствую, этот эльф может взять тебя на себя, а не ты его. Это мы посмотрим. Это мы посмотрим еще. Надеюсь, конечно, будет не так.
Вы посмотрите, какие предметы в алхимике. Бог ты мой. Вертолетик на 20-м раунде упал. А ты можешь мне приходить тогда, когда ты мне действительно нужен? Я, кстати, обезоружку возьму. Цепочка первого тира на шаманах это хороший предмет, потому что он юзается сразу, и твой шаман сразу перевоплощается. Блин, мне что-то в глаз попало, секунду. Надо и предметы сейчас правильно распределить. И там еще и человек написал мне, а когда нет. Мьёльнир я бы такое, чтобы отдал ВМа, потому что это скорость атаки. И вертолета я все-таки продал, но он мне не нужен. Если Манки Кинг мне еще нужен, то вертолет мне не нужен. Там, кстати, 9 воинов собралось. Ох, я сочувствую охотнику. Сейчас 9 воинов ему расскажешь, что к чему. Так, это эльф пришел. Я бы не сказал, что мне сейчас идеальные предметы упали на эгиду, но это неплохие предметы. Ну и в целом я бы такой, чтобы мне не эгида приходила, а под такими предметами кто-нибудь да другой. Ну ладно, эгида в тройку тоже хороший персонаж, почему нет? Вот бы тренд еще улучшился. Наныл. Одного трендуху я наныл. Пока неплохо. У меня еще есть 11 баночек. Я думаю, мои противники такие думают. Да у него там 30 хп, сейчас ему не повезет и все, он откиснет. Что с ним будет? Ну, сейчас на изи его раскатаю. Я более чем уверен, что шаманы в этом патче песни. Знаете, что самое забавное? После того, как я выпущу этот ролик, если его много кто посмотрит, вы посмотрите на эту селедку. Трексу еще не дали ни разу. Скилл. Ты не дорос, понимаешь, Редбон? Ты не дорос. Вот был бы у тебя прокачан скилл, то ты бы смог что-то еще сделать. Но так как у тебя скилл не прокачан, тебе, естественно, Траксай не придет. Поэтому смирись. Смирись с потерей потерь. Как-то так. Как-то так. Вот мне, допустим, еще... Ладно. Я Эма продал. Ой, Эма. Я Манки Кинга продал. Ну, не верю я в него так. Вот мне бы сейчас один шаман-тролль пришел, было бы замечательно. Чилу Хускар упал. Серьезно, на 9 уровне ему Хускар падает. Ну, мне грех жаловаться, мне вертолет упал в целом. Вы гляньте, какой у меня Рексар упал. Точнее, Бисмастер с кабанчиками. Вот то, о чем я говорил. Посмотрите, насколько АМ полезен. 5500 урона. 5500 урона. А так можно было? Обалдеть. Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Так, там будут боги-полуорки. Тоже неплохой себе такой билд, но... Кстати, я предметы забыл поменять немножко. У меня же этот тролль-шаман, он намного дороже сейчас стоит. О, кстати, смотрите, смотрите. Ну, предметы, конечно, так себе. Единственное, что хорошо, это хрона. Все остальное... Но, тем не менее, рефрешер, 3 хрона, замедление скорости атаки для всех и баф, соответственно, моих фигур. А так как у меня есть АМчик... Так, я так понимаю, этот ролик будет проплачен АМом, потому что он как-то хорошо себя чувствует. Я бы даже его в тройку собрал. Хотя вряд ли у меня получится его собрать в тройку. Я буду его покупать, не буду скипать. Но я думаю, что вряд ли у меня получится собрать АМа в тройку, но... Так, там VIP играет на инсектоидах. Ага. Ага. Интересненько.
Я так понимаю, будет потная каточка. У Редбона на охотниках 80 хп, 9 уровень. Если он все грамотно сделает... Ого. Ого, какой шаман появился. На самом деле, когда вы играете через шаманов, то это реально рулетка. Рулетка, потому что очень дикий рандом. Что по предметам, что по фигурам. Я бы немножко шаманов все-таки еще бафнул, но думаю, многие со мной согласятся, что если бафнуть еще немножко шаманов, то это будет лютая имба. Я, кстати, если что, яйцо юзнул шамана, так как он у меня в тройку сейчас получился. Вот. Если шаманов сейчас чуть-чуть еще бафнуть, вот из-за того, что... Ух ты. Ух ты! Но я возьму волшебное зеркало. Сейчас надо, кстати, правильно предметы растасовать, потому что зеленые предметы мне, наверное, нужно перекинуть этого шаман лавы. И, наверное, ману плюс 40 я... Сейчас заменю. У меня есть еще один предмет. Не знаю, я, наверное, волшебное зеркало все-таки передам сейчас в этого шамана лавы. Я ману плюс 40 отдам этому шаману, а волшебное зеркало ему, потому что синий предмет станет легендарным предметом, а мне это надо. Это играет только мне на руку. Ну, в принципе, все четко. Кто мне еще нужен? В идеале это, конечно, легендарный шаман и в двойку. Как только он в двойку приходит, я вот этого шамана орков 3 звезды, я его скипну, поменяю на другого. Посмотрите, какой гримтач. Керри гримтач, понял, принял. Короче, если сейчас шаманов бафнуть немножко сильнее, в плане того, что сделать им дольше жизнь, так, все отлично. Если шаманам сейчас сделать, чтобы они жили 30 секунд, я думаю, это нормально, это адекватно. Но если усилить их по другой теме, чтобы вам не попадались дубликаты предметов, то я думаю, это слишком будет жестко. Я объясню, почему. Redbone, помните, заранее сказал о том, что, типа, сейчас буду выносить. Ну, воин ему рассказал, что к чему. Так вот, если шаманов сделать следующее, чтобы они не имели дубликатов предметов, когда перевоплощаются, то объективно, это будет слишком жестко. Это будет слишком сильно, это будет слишком жестко. Ой-ой, какие... Хотя на самом деле нет, это не будет жестко. Это не будет жестко. Видосы, походу, быть гвард. У меня еще 11 баночек, не переживай. Хорошие мне такие предметы упали на Гранд-Геральда. И кираска, и плита. А, понял. Ну, воину повезло. Воину жестко повезло сейчас. Короче, все-таки, ладно, надо, чтобы шаманов немножко бафнули. Нужен мне Джакира? Почему я говорю, что нужно, наверное, немного шаманов бафнуть? Чтобы просто не было дубликатов предметов. Либо же, чтобы предметы юзались все, которые вам попадаются. Потому что, если вам выпадают некромиконы, то эти некромиконы не суммонят зверей. Они работают на способность. То есть, допустим, если вам упал жрец-орк, и у него есть некромикон плюс рефрешер, это все будет работать. То есть, он будет суммонить по 2 юнита. Ну, с шансом, естественно. Но сама суть то, что если вам предмет, допустим, какая-то цепочка упала, либо же эти некромиконы, то зомбарей с них не появится, и цепочка не юзнется со старта. Поэтому тут огромный минус. Поэтому я б такой, чтобы это немножко фиксанули и сделали, чтобы это работало. То есть я за это. Что думаете вы? Напишите в комментариях. Я думаю, что это не будет слишком имбово, но это было бы прикольно, как минимум. Как минимум, это было бы балансно. Чтобы предметы юзались все, абсолютно. И чтобы предметы не дублировались, то есть не было дубликатов предметов. То есть, вот не выпадало вам 2 БКБ. Вот, например, я играю, допустим, через... Вот выпал мне М, зачем мне 3 рефрешера в нем? Вот зачем мне 3 рефрешера в нем? Вот сейчас, играя на шаманах, это лютая рулетка. И второй момент. 20 секунд за раунд, серьезно?
Если будет какой-то жестко плотный билд, 20 секунд это очень мало. В общем, давайте так. Мысль вам на раздумье. Что вы думаете? Как лучше всего бафнуть шаманов? Чтобы это было и балансно, и не слишком имбалансно. Я считаю, сделать время жизни 30 секунд, чтобы дубликата предметов не было. Ну и в принципе все. И оставляйте все как есть. В принципе, через волшебников на самом деле сейчас довольно-таки приятно играть. Вот дубликата предметов, чтобы не было. Время жизни увеличить. И все. У меня, кстати, 27 хп. Мне вот интересно, если заюзать все баночки, сколько будет у меня хпшек? Ну, думаю, еще в скором времени прыгать. Ну вот, посмотрите, какие предметы мне сейчас на Королеву Пауков упало. Это хорошо, что у меня еще Королева Пауков появилась. Если бы у меня какой-то другой персонаж появился, что было бы? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, 12 хп. Я сейчас все баночки заюзаю. Спасибо, что ты пришел, у меня нет в 45-м раунде. Ей-богу, спасибо. Хотя ты тоже 6 монет стоишь в любом случае. Ну ладно. Мне, наверное, в любом случае понадобится эмо немного закерить. То есть, если упадет Хайперстон. Ну, кстати, 36 хп с 12 баночек, это сколько? А ну, напишите мне, ребят, в комментариях. Разделите 36 на 12. А, ну 3. Сам сказал, сам посчитал. Короче, это 3 хп в среднем с каждой баночки было. Поэтому, в принципе, это неплохо. Хотя, на самом деле, от 1 до 6. В общем, напишите, с 12 баночек 50... Ну, восстановить 36 хп. Норма это или нет? Как по мне, я думаю, ну такое. 50-50. Вот хп 40, если бы восстановил. То есть, если бы где-то 3,5 с баночки было бы, то я думаю, было бы намного приятнее. И намного лучше. Ну, тут как-то такое уже. И, кстати, напишите... О, кстати, цепочку я возьму. Хотя, на самом деле, вот минус цепочки в шаманах. То, что работает только предметы 3-го тира. Дурак! Ой, дурак! Знаете, почему дурак? Потому что... Сейчас объясню, секунду. Дурак. Ой, дурак. Короче. Я скипнул только что цепочку 1-го тира. Это сильнющий предмет, который может быть на шамана. Потому что когда цепочка 1-го тира активируется, сразу ваш шаман перевоплощается. В чем минус еще шаманов? Это фиолетовых предметов. Вы не ослышались, ребят. Предметы 4-го тира это не есть хорошо для шамана. Вам нужны предметы 3-го тира. Вот 2-3-го тира. 2-го тира, если вы предметы закидываете, они становятся 4-го тира. А 3-го тира становится 5-го тира. Ну там рандомно на самом деле. И, соответственно, 4-го тира, ну вам, извините, они вообще не вкатились никуда. Вот у меня, кстати... Ого! Неплохо. Я, кстати, не просто так Леона убираю. Вроде бы так намного выше шанс, что придет Леон. Вроде бы. Я АЭМов продаю, они мне... Ну, мог бы попробовать их собрать, но я что-то как-то скептически к этому отношусь. Инсектоид на 1 хп выносит. Ай-яй-яй. Так, предмет 3-го тира мне нужен. Я возьму кристалл призрака. Наверное. Да, наверное. Я, наверное, возьму кристалл призрака. Сейчас объясню почему. Я, наверное, даже парочку предметов закину ему попозже. Смотрите. Этот кристалл... Ух ты. Леона можно? Можно Леона? Отлично. Отлично. Все, Леон в тройку. Я уже не раз доказывал, что Леон в тройку это имбище, а не персонаж. И я... Кристалл призрака... Я сейчас пока передам в другого персонажа. Ну, посмотрим, будет это ошибка или нет. Вот, кстати, сейчас против меня играет инсектоид. Ну, вот. Ой-ой-ой. Но Трэнк, кстати, хорошо захиливает. Спасает моих шаманов от того, чтобы они сдохли за 3 секунды. Леон сдох. Как же Леон хорошо ману там откатывал. А Леон сдох. Обидно.
Ну, кстати, меня вынес тут. У меня сейчас ЛД сдохнет. Да. Короче. О, так я 1-1 остался с инсектоидом. Так я сейчас... О, так все. Инсектоиду все. Я в Ютубе, пацаны. Да, Редбон, ты в Ютубе. Ты в Ютубе. Так вот, я сейчас в Эма закину кристалл призрака. Закину ему вот эту палку, которая мне упала. И в любом случае сейчас, наверное, буду просто ролиться. А что мне еще делать? Цемку наролил двойку. О. А на самом деле вот этого бы шамана я в двойку тоже бы хотел найти. Падает не то немножко. Я сейчас отдам ВМа кристалл призрака. Я сейчас отдам ему палку и, наверное, отдам Мьёльнир. Второй Мьёльнир. Вот так вот сделаю. Смотрите, сейчас у меня там все предметы третьего тира. Почему я так сделал? Смотрите. АМ лютый персонаж против инсектоидов. Если вам появляется куча персов с... Вот просто смотрите. Несколько предметов. Кристалл призрака, палка и Мьёльнир. Все, что нужно для того, чтобы импакт АМ раскрылся на 150%. Хайперстон, он же кристалл... Ну тут все, тут Г, тут даже нечего добавить. Кристалл призрака, палочка, скорость атаки, все, АМ высасывает ману и выносит все и все. Вообще. Не ощущаете никого. Особенно играя против инсектоидов. Потому что инсектоиды, они обычно с маной, и поэтому АМ нормально их так раскатывает. Мне, в принципе, здесь больше даже и нечего, как бы, сказать. Но скажу одно. Шаманы в текущем патче играбельная синергия на 120%. Единственное, что 20 секунд это мало. Очень мало, потому что я знаю эту игру вдоль и поперек, грубо говоря. Ладно, не вдоль и поперек. Я ее знаю на 75%, но иногда бывают такие раунды, когда ты уничтожишь всех, и какие-то рандомные 3 секунды он еще будет отчитывать. И делай, что хочешь. Он отчитывает и зачитывает ничью, хотя у тебя пол стола активного. Вот бывает и такое. У меня был один раз такой баг, когда до конца раунда оставалось 10 секунд. Я об этом писал в чате, все такое. До конца раунда оставалось 10 секунд, и просто таймер отсчитывался, и потом в конце засчитал мне ничью. Хотя вражеского стола не было. Баги. Игра еще в бета-тестировании, как-то так. В общем, ребят, добавить по этой катке мне нечего. Но скажу так, шамана играбельная синергия. Поэтому пробуйте. Ответьте, естественно, на мои вопросы, которые я задал в течение этого ролика. И понравился ролик? Не забудь оставить лайк, не забудь оставить комментарий в поддержку моего канала, в поддержку и продвижение этого ролика, а также подпишись на мой YouTube и на мой Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!